Behringer UMC 404 HD — это аудиоинтерфейс с 4 каналами на вход и 4 каналами на выход. Сегодня с вами его посмотрим и, конечно же, послушаем. Друзья, здравствуйте и добро пожаловать на канал «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим о про-аудио. Покупкой Behringer 404 мы получаем с вами 4 канала с предусилителями от Midas. К каждому каналу можно подключить микрофон и работать с ними независимо. Собственно, сейчас вы и слышите мой голос, пропущенный через петличный микрофон, подключенный к первому каналу на этой карте. Петличка у нас конденсаторная, ей нужно фантомное питание, его мы и подаем с этой карты. Усиление у нас стоит в районе 12 часов. Итак, 4 канала, у каждого канала есть независимая ручка управления этой самой громкостью, этим самым предварительным усилением. Для каждого канала есть ряд настроек. Это аттенюатор, допустим, вы используете активную гитару с активными звукоснимателями, и вы получаете перегруз по входу. Такое иногда случается. Просто нажимаете кнопочку PET, и у вас идет фиксированное послабление, при котором вы получаете чистый звук гитары. Также здесь на каждом канале мы с вами можем найти, в каком режиме будет работать канал. Потому что это может быть либо линейный режим, если вы сюда подключаете что-то в линию, либо это может быть инструментальный режим, как раз-таки для гитары или басов, если вы подключаете по проводу их напрямую в каналы. Да, это комбо-разъемы. Сюда мы можем с вами подключить провод XLR, сюда мы с вами можем подключить провод TS или TRS, то есть какие-то инструментальные подключения, линейные подключения и микрофоны, неважно, динамический или конденсаторный. Перейдем вот к этому блоку, и, конечно же, стоит поговорить про мониторинг без какой-либо задержки, так называемый прямой мониторинг, потому что здесь он имеется. С помощью крутилочки мы с вами можем задавать соотношение звука, который приходит на входы карты. Например, вы подключили микрофон, и вы исполняете какой-то вокал в него к тому звуку, который у вас играет на компьютере. К примеру, вы записываете вокал поверх минуса, который у вас находится в рабочей станции. Вы можете задавать соотношение для комфортного мониторинга, чтобы слышать в наушниках столько минуса и столько вокала, сколько вам нужно. Переключатель АБ рядом с ручкой регулировки громкости того, что пойдет к вам на наушники, позволит выбрать, что именно вы отправляете к себе в наушники. Такая кнопка маршрутизация, потому что это карта на 4 выхода. И, грубо говоря, у нас здесь есть с вами 2 стерео выхода. 1-2 и 3-4. С помощью этой кнопки А или Б вы выбираете, какой именно стереотрек пойдет к вам в наушники. Также, если мы уже с вами начали говорить про мониторинг, стоит отметить, что есть 2 отдельные ручки для регулировки громкости для наушников и для главного выхода. И еще у нас есть выбор стерео или моно. То есть, как именно у нас будет распределяться звук для мониторинга. Будет ли это моно, то есть все каналы, звучащие по центру, или будет это стерео, то есть там идет распределение первый канал, второй канал, третий канал, четвертый канал. То есть они будут разбрасываться по левую и по правую сторону, исходя из ваших предпочтений. Конечно же, здесь есть и выход для подключения наушников. Теперь давайте обратимся к задней стороне этого аудиоинтерфейса. На что стоит обратить внимание? Конечно же, на карте имеется встроенный MIDI-интерфейс, вход и выход. То есть сюда мы можем подключать MIDI-периферию, например, MIDI-клавиатуры, какие-нибудь синтезаторы. Устройство позволяет. Здесь имеется вход для питания, и да, стоит отдельно отметить, что карта не берет все необходимое ей питание по USB, а питается через блок питания, который, благо, идет в комплекте. Есть плейбеки, то есть это как раз-таки первый, второй и третий, четвертый выходы. Как именно они работают, я расскажу чуточку попозже. Еще есть главный выход, что очень здорово, и такой на самом деле вот в этом сегменте карт встретишь редко. Здесь есть выход на разъеме TRS, есть выход на полноценных XLR разъемах. За это ребятам отдельный респект. И вот этот набор разъемов, о котором давайте поговорим подробнее, это инсерты. Как они работают, что они делают, зачем они нам нужны. Будем об этом говорить после того, как я проведу ряд подключений с помощью вот этого специального провода. За кадром я уже все скоммутировал, и таким образом выглядит наша сегодняшняя схема. Как работают инсерты? Давайте на живом примере. Итак, звук у нас попадает на карту и проходит микрофонный предусилитель. Дальше следует инсерт. Если ничего у нас не подключено к инсерту, то звук идет дальше. Если мы подключили какой-нибудь прибор с помощью специального стереопроводочка, то этот прибор у нас как бы встает в схему
карты. Он идет после микрофонного предусилителя, и дальше после него все возвращается сюда, идет на преобразователь и дальше в ваш компьютер. Ну, например, сейчас мы выбрали немножко нестандартное решение. Мы будем пропускать голос через гитарную педаль, но мне кажется, это будет очень наглядно, чтобы вы могли услышать, как именно работают инсерты. Давайте я включу педаль. Сейчас она у нас в True Bypass находится. Чпок. Уже слышно, как мой голос начинает шакалиться. Я будто в каком-то старом фильме, будто я диктор из радио из прошлого. Давайте подкрутим немножко. Не, я уберу, извините. Вернемся обратно. Я не хочу ваши уши терзать слишком долго, просто показать, что это все, оно действительно работает. Если вы пользуетесь правильным проводом, вы можете взять все, что угодно. Это может быть компрессор, это может быть эквалайзер, который вы хотите услышать на своем голосе. Допустим, у вас есть Channel Strip, у вас есть линейка, которая вас всем устраивала с вашим микрофоном, она звучала просто отлично. Вот сюда, с помощью инсерта, ее можно подключить без каких-либо проблем. Давайте вернемся на привычный сетап и продолжим. Плейбэк выхода. Давайте о них поговорим подробнее, потому что это тоже, можно сказать, особенность этого аудиоинтерфейса — это 4 независимых выхода. Ну, казалось бы, у нас есть мастер-выход, зачем тут еще плейбеки? На самом деле ими достаточно удобно пользоваться, и я для себя мысленно сделал такое разграничение, как ими можно пользоваться в живой работе, как ими можно пользоваться у себя дома. Если мы говорим о живой работе, то это, конечно же, работа с подкладами. У вас есть группа, вы играете, и, допустим, не хватает кого-то из музыкантов. Или, допустим, у вас предусматривается какое-то количество стереоподкладов вместе с вашими инструментами, чтобы вы звучали плотнее и более, не знаю, фирмово, я бы так сказал. Как раз-таки эту карту можно использовать для подкладов. Мы 2 стереовыхода, этот и тот, подключаем к микшерному пульту. Благо здесь есть достаточно широкий набор из доступных разъемов. Есть RCA, есть TRS разъемы. Мы занимаем 2 стереолинейки на микшерном пульте, пускаем 2 стереовыхода с вашей рабочей станции с подкладами. Это могут быть подклады, это может быть клик метронома кому-то в уши из музыкантов, чтобы, например, барабанщику, чтобы он ориентировался. И дальше все, что остается, это ровно сыграть. Остальное дело техники и прямых рук звукорежиссера. Опять же, такую штучку можно использовать во время живой работы, если вы диджей. Если вы сводите с помощью программы, вам нужно 2 стереовыхода, как раз таки вот они есть, в разъемах RCA, о которых не понаслышке знают диджеи, которые могут пользоваться 404-м Behringer в своей работе. Если мы говорим о работе дома, можно было бы подумать, что эта штука работает очень похоже на мониторный контроллер по вот этой кнопочке AB спереди корпуса, то есть мы нажимаем на эту кнопку и сразу переключаемся с одной пары мониторов на другую, но нет, тут все реализовано иначе. И как можно именно здесь использовать вот эти 4 выхода? Допустим, если у вас такая домашняя студийная работа, и у вас есть какая-то обработка, которую вы хотите запринтить. Что такое принтинг? У вас есть железная обработка, у вас есть, допустим, ревербератор в рековом формате, который вы любите, души в нем не чаете, там, EMT Plate вам достался. Вот как-то почему-то у вас на руках оказался EMT Plate, который вы пишете на все свои записи. Что мы делаем? У нас есть 4 канала по входу. Первые 2 канала, допустим, у нас будут занимать микрофон и музыкальный инструмент, электрогитара в линию. Допустим. 3-й, 4-й канал у нас будет занимать вход с EMT Plate. То есть провод с EMT Plate, с микрофонов на EMT Plate мы заводим в канал 3-4. С выходов 3-4, первый, второй выход — это мониторы, естественно, наши главные. Выход 3-4, то есть это дополнительный выход B. Звук с него мы отправляем на EMT Plate. И получается, что когда мы все воспроизводим, то, что мы хотим, к чему мы хотим добавить вот этот ревер, вот это послезвучание, когда мы этот звук посылаем на выход 3-4, мы полученный, обработанный, мокрый звук с EMT Plate можем записать через канал 3-й, 4-й уже по входу, вы там поспеваете за мной, я надеюсь, и получить отдельную дорожку с ревером, которую можем как-то подмешивать. То есть, по сути, мы занимаемся с вами той самой звукозаписью, так же, как она происходила когда-то давно. И дополнительный выход
может нам в этом вполне помочь. Да, естественно, сюда можно подключать и дополнительную пару мониторов, но тут, к сожалению, нету такого плавного переключения между тем и тем, и это будет достаточно топорно реализовываться, разве что вы каждый раз будете менять выходы своей рабочей станции, что на самом деле не так уж и удобно, как если бы здесь была специальная кнопка для выбора, какой именно выход вы хотите использовать в данный момент. Наверное, еще одной чертой, которая может выделять 404-й Behringer на фоне остальных карт, это преобразователи. Здесь мы имеем полноценные 24 бита на 192 кГц. Давайте послушаем на живом примере с помощью наших любимых музыкантов. Ты хочешь мести, ты хочешь жести, плохие вести. Мы будем вместе, как в такой красивой голове помещаются столько отвратительных идей. Мы не спали ночью, вырубает на ходу, вырубает на ходу, бает на ходу. Если очень хочешь, снова я к тебе приду, снова я к тебе приду, снова. Это ты, это я, между нами молния с электрическим разрядом 220 вольт. Это ты, это я, между нами молния с электрическим разрядом 220 вольт. В недавнем топ-5 я уже озвучил свою мысль. Если вам нужны максимально бюджетные 4 канала от Midas на запись и 4 канала независимо на выход, то Behringer 404 определенно стоит вашего внимания. Да, это решение максимально бюджетное, но здесь, в принципе, есть все для довольно бодрого старта. Это касается и живой работы, это касается и работы дома. Примеры я приводил чуть-чуть повыше. Давайте поговорим о том, чем вам сейчас стоит заняться. Конечно же, поставьте лайк. Не забудьте поставить лайк, потому что мы готовили это видео, мы старались и будем очень рады отдаче от вас. Напишите комментарий, что вы думаете по поводу этой карты. Я знаю, многие работают на Behringer UMC. Напишите, как полет, как ваш опыт. Нам будет очень интересно это узнать. И другим зрителям тоже, я думаю. Подпишитесь на канал, если вы здесь недавно. И, конечно же, я зову вас посмотреть наш топ-5 четырехканальных звуковых карт. На самом деле, это не просто топ-5, это топ-10. Он достаточно большой. И если в данный момент вы ищете, какую бы карточку себе прикупить, вы находитесь в поиске того самого аудиоинтерфейса, то зайдите и посмотрите этот топ. Он определенно поможет вам сделать верное и окончательное решение. Ссылку на это видео мы оставим в описании и наверху в аннотации. Друзья, а я напоминаю, что это был канал «Давай запишем». Я напоминаю, что здесь мы с вами общаемся на тему про аудио. Я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания. До встречи в следующем ролике. К примеру, весь сегодняшний ролик вы будете слышать. Третий канал, четвертый канал. То есть они будут разбрасываться по левую и по правую. Разбратываться, брат. Разбратываться. Блин, я не помню, где там. То есть они будут, да, все.